Привет! На этой диораме будет две модели, много разных фигур, куча дополнений, и все это должно стать похожим на стройку. Строить стройку начну с постройки самой простой модели, это пикап. Сначала собираю ходовую часть, потом склеиваю кузов. И все, сборка завершена. Отсоединяю отдельные детали, и вот в таком виде он отправится в покраску. А чтобы это было удобнее делать, в незаметных местах все детали приклею к литнику. И главная модель этой работы — КамАЗ. Сначала собирается рама, на нее навешивается все остальное, а потом кабина. Ну вот и все. Штатный самосвальный кузов будет заменен на бетоносмеситель. Он распечатан на 3D принтере, крайне коряво, но с помощью ультрафиолетового клея все получилось собрать. Вот так это выглядит в собранном виде, и в покраску отправится вот в таком. Дальше собираю фигуры, всего будет 8 человек, один водитель КамАЗа и 7 рабочих. У каждого из них свой инструмент, каждый занят своим делом. Ну или не совсем делом. И прочие детали, много разного инструмента и то, что практически не требует сборки. Дерево. Деревянных элементов будет много. Кладу 3 рейки, на них приклеиваю 3 доски и между ними еще 2 дощечки поуже. И таким образом заполняю всю длину, это будет много поддонов. Я, конечно, упростил их конструкцию, чтобы не сойти с ума. Остается их нарезать. Пару небрежно собранных столов из досок точно не будут лишними в этой работе. И самый важный элемент, размечая положение ступенек, делаю крепление из тонких рейк параллельно друг другу. И к ним приклеиваю ступеньки. Лестница в этой работе очень важна, потому что она будет визуально соединять нижнюю и верхнюю части диорамы. Дальше собираю вот такую конструкцию, это будет крыша, и ставлю ее на ножки, чтобы получился навес. После сборки делаю отверстие, чтобы изобразить гвозди. Вот столько деревяшек у меня получилось, и я их еще покрасил акриловой краской. Что-то потемнее, а что-то посветлее. Собрал вот такой желоб. Дальше мне понадобится паста для лепки, из которой скатываю колбаску и вкладываю ее в этот желоб. Раскатываю скалкой, чтобы паста приняла прямоугольную форму, вытаскиваю эту заготовку и разрезаю ее на части длиной примерно 1,5 сантиметра. Это будут мешки. Оберну их тонкой упаковочной бумагой, немного клея и заворачиваю в несколько слоев. После аккуратно подгибаю края. Крашу их в белый цвет из баллона, а верхнюю часть с помощью кисти крашу в желтый. И еще на них будут надписи, размачиваю декали, и в нижнюю часть приклеиваю вес, а верхнюю название. Вот столько их. Покраска моделей. Сначала все загрунтовал, что-то с помощью баллона, а что-то из аэрографа. Некоторые детали покрасил вручную кистью. У фигур сначала покрасил части тел, а потом одежду. Она будет невзрачных, потертых пастельных цветов, и яркими будут только каски. Кузова автомобилей крашу из аэрографа, пикап будет светлым, а кузов КамАЗа, соответственно, ярко-оранжевым. Растительность. Для изготовления дерева взял пластиковый каркас и погнул его ветки, чтобы они торчали в разные стороны. Дальше беру сорняк, разделяю его на отдельные части, и эти части приклеиваю к веткам каркаса. Не слишком много, но таким образом, чтобы они торчали в разные стороны. И еще будут большие кусты. Крашу все это из баллонов, коричневые и черные цвета, наношу клей-спрей для того, чтобы на него приклеить мелкие листочки. Обсыпаю аккуратненько небольшими порциями крону, чтобы не создавалось комков и растения получились достаточно воздушными. После покраски основного цвета на моделях нужно покрасить все мелочи. Сначала покрасил все прозрачные детали, дальше крашу отражатели фар в зеркальный хром. Он очень круто выглядит. После того, как элемент окрашен, начинаю собирать его с другим окрашенным элементом, попутно приклеивая мелкие детали. И таким образом собираю номера, собираю и подкрашиваю мелкие детали. После сборки и покраски приклеиваю декали, в том числе и на второстепенные модели. Остается только черным выделить зазоры и на некоторые детали добавить немного тени, чтобы они смотрелись пообъемнее. На этом сборка и окраска моделей завершена, можно приступать к следующему этапу. Основа 4 см полистирола и вверх еще 10. 12.
Большую площадь будет занимать фундамент, мне понадобится много проволоки, которую скручиваю с помощью шуруповерта. Прям очень много проволоки. Вот столько. И из этой арматуры делаю сетку, выкладывая ее прям вот так на столе и закрепляя стыки с помощью ультрафиолетового клея. Чтобы было удобнее, сначала сделал как бы основу решетки, чтобы она не развалилась, а потом полностью заполнил прутками две вот такие сетки. С помощью небольших кусков добавляю на поверхность больше деталей, чтобы рельеф был неровным. А облицовывать эту основу буду с помощью 2-мм ДВП. Размечаю и нарезаю. И закрываю этой ДВП со всех сторон, чтобы получилась коробка снизу в том числе. Густо выливаю гипс на поверхность. В него я добавил много фиброволокна, и за счет него создаются еще небольшие кочки, и рельеф становится еще интереснее. Фундамент состоит из изготовленной решетки, деревянной опалубки, а внизу это подложка под ламинат. Вторым слоем в гипс добавляю много земли и наношу на поверхность. На этом этапе фундамент встает на свое место. За счет добавления земли, земля будет похожа на землю, потому что поверхность получится шероховатая. Ого, вот это монтаж. Оно как будто один раз засверлился, а отверстие 4. После высыхания гипса поверхность крашу. Сначала грунтовка светло-коричневым цветом, а потом покраска. Всего два цвета, коричневый и песочный. Накидываю на поверхность и смешиваю прямо на ней. Флок, трава. Она будет разных оттенков. Наношу клей не очень обильно, чтобы оставалось много пробелов, и с помощью флокатора всю верхнюю часть диорамы обсыпаю. В верхней части будут все основные детали, а низ это просто котлован. Забор будет профнастиловый, нарезаю его на полоски, потом на отдельные части перевожу декаль, чтобы было поинтересней, и в отверстие устанавливаю столбы, на которые он будет крепиться. И также в отверстие устанавливаю другие крупные деревянные штуки. Нужно испачкать бетономешалку. Для начала наношу сухой пигмент, а потом с помощью акриловой пасты делаю много брызг. А ту часть, откуда поступает раствор, пачкаю очень сильно. Ну и вот этого ребенка. Устанавливаю забор, он будет идти почти по всему периметру в качестве фона. Туалет. И высаживаю всю крупную растительность. Добавляю немного разных мелочей, чтобы работа была поинтересней. На фундамент в один угол выливаю гипс, чтобы задать форму. Ставлю желоб и приготавливаю цемент. Мелкие камушки. И подкрашиваю его в нужный цвет. Эту акриловую пасту достаточно сильно разбавил водой и вот так вот размазываю по всей поверхности, в том числе и вот сюда, чтобы там все было грязно, чтобы показать действие. И пора на работу. Фундамент будет в процессе заливки. Это змея. Чтобы земля не блестела, покрыл ее матовым лаком. Кто-то сидит, ест, кто-то стоит, работает, а кто-то идет. Все как у людей. Главная деталь этой работы. Все достаточно плотно относительно друг друга выставлено, чтобы вместить в эту работу много деталей и моделей. Эта работа сделана на заказ, она уже стоит вот тут, а не вот тут. И она прям достаточно большая, 75 на 45. Пишите, как вам. Деталей здесь довольно много, но, по-моему, как будто чего-то не хватило, поэтому в следующем